Когда я показал видео из Кёльнского ботанического сада, я показал небольшой фрагмент про сад ароматов Дуфтгартен. Ну и в комментариях начали просить, чтобы я снял более подробное видео. Но проблема заключается в том, что здесь высажено много растений, которые свою ароматность, назовем это так, проявляют в разные периоды года. Ну, кто-то зимой, кто-то весной, кто-то летом, кто-то осенью. И снять такое полноценное видео довольно сложно по сезонам. Поэтому начнем с зимы. Зима, да, несмотря на то, что многие растения прикрыты, были морозы, так, минус 8 градусов, поэтому вот это розмарин, лаванды, все позакрывали на всякий случай, чтобы, не дай бог, они не повредились и не погибли. Но я вам покажу сейчас 3 растения, которые вот сейчас зимой цветут и издают очень сильный аромат. Аромат, который, в общем-то, даже слышен на расстоянии. Давайте начнем вот с этого растения. Оно уже заканчивает свое цветение. Это называется химанант ранний. Родина его – Китай. Листопадный кустарник, такой невысокий, где-то 3 метра в высоту, может быть 4. И примерно столько же в ширину. В принципе, ничего особенного. Листва опадает. Но вот эти цветы, которые цветут в январе-феврале, ярко-желтые, кустарник очень заметный. И, естественно, очень заметный сладкий, приятный аромат. Запах такой парфюмерный, я бы сказал. Очень-очень насыщенный, выраженный. Не знаю, как передать на видео. Приятный. Любит солнце, может расти в полутени. В принципе, очень неприхотливый. Морозостойкость довольно хорошая. Здесь, видите, он растет без всяких укрытий, без всяких набрасываний на него агроволокна. Я думаю, и в Украине, в принципе, расти будет. Вот проходил мимо и буквально наткнулся на такой сильный сладкий запах. Еще один очень интересный зимний цветущий кустарник. Саркокока называется. Мелкие такие листочки, кожистые, глянцевые, блестящие. Чем-то напоминает самшита. Не зря, потому что это родственник самшита. И множество мелких цветочков. И запах стоит вот даже на расстоянии слышно. Такой сладкий, очень, такой насыщенный запах. Приторный, я бы даже сказал. Вот он цветет зимой. Он фактически январь-февраль цветет. И образуются затем вот такие черного цвета ягодки. В принципе, кустарник невысокий, так, 1,5 метра где-то в высоту. Довольно такой раскидистый. 2 метра, может быть, даже 3 метра может вырастить. Очень любит тенистые места. Тень, полутень – это самое то, что ему нужно. Зимостойкость довольно большая. То есть выдерживает морозы до минус 15, даже где-то пишут до минус 18 градусов. Юг Украины, да и не только юг, я думаю, для него вполне подходящее место. А вот еще такое интересное растение. Это жимолость, какая-то гибридная форма, которая цветет именно зимой. И которая издает очень сильный, сладкий, я бы сказал, приятный в данном случае запах. Вот посадите ее возле дорожки, где вы часто ходите, вы будете чувствовать этот запах. Хотя тут, в общем-то, спорный момент. Потому что сам куст выглядит, в общем-то, не очень декоративно. Такой довольно высокий, такой широкий, немножко разваливающийся. Может быть, потому что здесь за ним в ботаническом саду мало ухаживают, скажем так. Наверное, вообще не ухаживают, не обрезают ее. Но, тем не менее, вот этот запах этих мелких цветочков очень сильно чувствуется даже на большом расстоянии. Надо сказать, что сейчас в Германии очень активно этот кустарник, эту жимолость продвигают в качестве экологичного растения. И рекомендуют высаживать его в общественных садах, в общественных парках и на частных территориях. Почему? Что значит экологичный кустарник? Во-первых, вот он сейчас зимой цветет, в начале весны он цветет, и нектар и пыльца, которые содержат эти цветы, являются хорошим кормом для тех насекомых, которые просыпаются во время оттепелей зимних или рано выходят вообще из спячки, когда еще фактически никакого корма нет. Вот он служит дополнительным кормом. Его листву, как это, ни странно прозвучит, любят гусеницы многих бабочек. Не бойтесь, что вот они, гусеницы, нападут и съедят все листья буквально. Нет, ваш кустарник декоративность не потеряет, но при этом в вашем саду будет гораздо больше красивых бабочек. Третье – птицы. Птицы очень любят клевать, есть, питаться вот этими ягодами, которые образуются здесь после цветения. Тоже полезно для нашего сада. А для нас, садоводов, еще более полезно то, что этот кустарник является совершенно неприхотливым, малоуходным. Я бы сказал, даже вообще неуходным. Дело в том, что он буквально сразу образует мощный глубокий стержневой корень. И на большой глубине находит в себе все необходимое. Он очень засухоустойчив и очень неприхотлив. Показал я вам сегодня растения, с которых начинается календарный год вот в этом конкретном
саду ароматов Кёльнского ботанического сада. Хотя все спит, но что-то уже, как говорится, цветет и пахнет. Я надеюсь, буду посещать это место еще и в другие времена года и показывать и рассказывать вам про какие-то интересные, на мой взгляд, растения. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что смотрели. Давайте закончим еще одним интересным растением. И хотя оно не относится к этому ароматическому саду, но растет рядышком. Здесь рядом расположен сад камелий. И некоторые из камелий сейчас как раз цветут. Увидимся.